Всем привет, друзья! Вы на канале Елена Рэй. И это топ-5 легких хореографий BTS. Погнали! Друзья, сразу оговоримся, что топ легких хореографий — это не значит, что эти хореографии как-то хуже. И вообще слово «легкие» не очень применимо к хореографиям BTS, потому что все они по-своему сложны. Просто они конкретно проще, чем те, которые мы рассматривали в топ-10 сложных хореографий, которые вы можете как раз таки посмотреть по ссылке. Вот, и я думаю, что расстановка мест в этом топе многих сегодня удивит, поэтому досмотрите обязательно до конца, а мы начинаем. Пятое место. На пятом месте и самое сложное из представленных здесь — это хореография Mic Drop. Да, это очень крутой трек, он очень брутальный. И, с таким хип-хоповским качем, под него охота танцевать. Вот. Почему он попал в наш топ-5 легких хореографий? Потому что если вы имеете начальный уровень подготовки по хип-хопу, вы легко сможете эту хореографию повторить. В принципе, за короткий промежуток времени сможете ее выучить. И даже если человек вообще не занимался, то в принципе там все понятно, все шаги, использованы в основном базовые шаги такого олдскульного хип-хопа, то есть это можно повторить. Но почему это пятое место? Потому что там очень много всяких переходов, много рисунков. Когда идет куплет, сзади идет хореография. И вот поэтому это пятое место. Да, все достаточно насыщенно, но, правильно было сказано, все сделано на базе, на базовых шагах и достаточно доступно для восприятия и для повторения. Четвертое место. На четвертом месте Boy With Love. Да, мы поставили этот трек, эту хореографию на четвертое место, потому что, вы знаете, трек очень насыщенный и хореография насыщенная, но она, конечно, выполнима. Вполне выполнима. Там даже если есть какие-то перемещения, но они буквально совсем какие-то схематичные, да, когда они вот прыгают группой. Просто, несмотря на то, что хореография простая, ощущение все равно создается очень объемное, и в этом именно мастерство хореографа состоит, взять простую хореографию и заполнить ею все пространство. Да, действительно, смотрится она комплексно, скажем так, такой, качественный, законченный вариант, нету каких-то просадок или слабых мест, но при этом, так как трек создает легкое настроение, и хореография должна создавать легкое настроение и должна быть легкой для восприятия. Плюс к тому, такие легкие движения, они, скажем так, очень доступны для вариативности. То есть, если вы повторяете эти движения, не обязательно следовать какому-то канону четкому. То есть, если вы сделаете как-то не так, то сразу не будет смотреться. Здесь так не работает. То есть, здесь вы, если примерно выучили схему, можете добавлять что-то от себя, либо как-то упрощать, и все равно хореография будет смотреться хорошо, стильно и прикольно. Кстати, у нас есть даже обучалка по этой хореографии, поэтому, да, можете перейти и посмотреть, если вдруг давно хотели выучить, но еще не выучили. Друзья, совсем скоро камбэк BTS с новым альбомом. Это огромное событие, которое мы, естественно, очень ждем и очень хотим его освещать, и планируем очень много видео на эту тему. Поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И мы будем только рады делиться с вами различными форматами. Это и реакции, и, может быть, какие-то топы, обзоры, обсуждения, разборы хореографии. Все что угодно, потому что мы очень-очень заинтригованы и очень ждем нового творчества BTS. И третье место. На третьем месте Dionysus. Да, это третье место. Мы сейчас все объясним. Трек эпичный, он потрясающий.
И выступления, и Dance Practice, который мы посмотрели, который вы сейчас видите на своих экранах, он потрясающий, он очень масштабный, там задействовано много людей и реквизит. Поэтому действительно создается ощущение невероятной заполненности и объема, и очень энергичный трек, там такой, буквально ритм, да, вот надо успевать все повторять, вот. Но сам припев, хореография припева, он на самом деле совсем простой, да, вот эти все движения, тем более он повторяется, он никак не меняется, когда идет куплет, никакой хореографии там почти вообще нет, там ребята просто они перемещаются группой как-то, либо там делятся на мини-группы. Вот. И поэтому это третье место. Напишите в комментариях, как вы считаете, третье это место или нет. Да, я думаю, что многие сейчас были удивлены, но на самом деле хореография это основана на множественных повторениях, соответственно и учить ее легче ребятам, и выполнять ее легче. К тому же там есть достаточно, скажем так, по темпу моменты очень размеренные. Да, то есть и их повторять также легко, то есть нет такого, что постоянно темп очень жесткий у хореографии. Плюс к тому, да, все верно, во время перемещений, во время куплетов там все создается, вся магия создается атмосферой вокруг, какими-то интересными находками в плане там взаимодействия с предметами и так далее, но при этом именно самой хореографии, то есть самой работы по хореографии, там не так уж и много. И, кстати, вот это интересное движение с падением вниз, о котором многие писали в комментариях, на самом деле это движение используется очень часто, очень много в различных шоу, и здесь просто так, как кто-то получил травму, скажем так, не повезло, да, это не значит, что движение какое-то суперсложное, на котором действительно прям велик риск получить травму. Там же с разворота, да, они делают? Да. Видимо... Так много кто делает, и делают даже посложнее, просто здесь не повезло, да. Не получилось, да, и поэтому решили, видимо, вот это движение как раз убрать, хотя оно не сказать, что сложное. Вот так. Второе место. На втором месте Dynamite. Да, это потрясающий трек, он нас очень порадовал, когда вышел, и продолжает радовать нас каждый день. И, конечно, хореография нас тоже продолжает радовать. Она достаточно простая, в ней есть одна сложность для восприятия, это стилистика, которую нужно передать, стилистика. Манера подачи. В том числе вот манера Майкла Джексона, да, про которую мы говорили, когда разбирали эту хореографию. Да, можете, кстати, тоже посмотреть, если вдруг еще не учили, у нас есть 2 видео с обучалкой. Да, но именно сама схема и сама хореография, она очень простая. Поэтому она у нас на втором месте. Да, именно вот как раз в манере кроется вся сложность этой хореографии, да, то есть потому что сами движения по себе, они, как многие наверняка из вас уже поняли, когда сами учили, они не сложные совсем, но момент вот этой вот подачи, именно момент того, как это смотрится, он, имеет определенные сложности, да, под собой, и ребята как раз таки, когда делают эти движения, они показывают, насколько они сами в хореографическом плане, в плане пластики, да, в плане подачи, насколько они с каждым годом выше. Да. Потому что у каждого из них смотрится все очень стильно, грамотно и прокачанно. Вот. Но тем не менее сама хореография, да, достаточно простая, но она и не должна быть сложной, потому что трек, опять же, легкий, клевый, стильный, и надо под нем просто двигаться в стиле Soul Train и так далее, да. И, наконец, первое место. Первое место, самое легкое из всех представленных, это Unpan Man. Да, там простые шаги, там простые перемещения, там просто кайф вот в чистом виде. Ребята просто как будто бы вот тусуются на сцене, у меня было такое впечатление, по крайней мере.
Если есть какие-то там вот заготовки, они буквально вот на каких-то на обычных шагах. Обычная хореография, знаете, вот как подтанцовку делают, то есть, да, вокалист поет, и сзади какая-то потанцовка, которая с ним взаимодействует. То есть я поняла, что эта хореография была сделана так, задумка была такая. Да, там есть некоторые движения из базы разных стилей, есть даже некоторые движения, которые потом повторяются в других хореографиях, даже там вот проскальзывает движение Майк Драп, кстати, там есть. Ну, как бы на самом деле просто такая, скажем так, сборная такая мозаика из различных несложных, опять же, движений. При этом все смотрится грамотно, хорошо, чистенько, но достаточно просто. Поэтому это первое место. Но помимо этого всего, у нас есть еще безусловное гран-при, конечно, мимо которого пройти мы не могли. И что бы это могло быть? Spine Break. О, это гениальный хореограф, который поставил эту хореографию. Ну, это, конечно, очень сложно было повторить, да, это так никто не сможет, нужно иметь грандиозную для этого подготовку. Вот, я советую вам очень хорошо подготовиться, прежде чем вы начнете ее учить. Ну, Главное да. разнять поясницу. Да, поясницу главное разнять. Что сказать? Ну, прикол, что классно было посмотреть. Да, друзья, вот такой у нас получился топ. Обязательно напишите, согласны вы с расстановкой мест или не согласны. Напишите, какие из треков мы пропустили. Сразу скажем, что мы, конечно, могли брать треки там Go Go, Butterfly, какие-то еще другие, скажем так, не очень популярные, возможно, да, ну вот в таком массовом широком плане, но мы решили именно пройтись, ну, скажем так, по хитам, по тем трекам, которые знают большинство людей, которые так или иначе знакомы с творчеством BTS. Поэтому обязательно напишите вашу расстановку мест, напишите, какие треки мы упустили или какие, может быть, мы как-то незаслуженно поставили на то или иное место. В общем, обязательно будем следить за вашими комментариями. Да. Будем рады с вами пообщаться, обсудить все эти моменты. И что ж, увидимся в новых видео. Это будет совсем скоро. С вами был канал Елена Рэй. Всем пока. Пока. Breaker.